В этом ролике я дам 10 полезных советов о том, как укладывать мелкоформатную плитку елочкой, а также покажу весь процесс укладки плитки в санузле и на балконе. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Ролик будет полезный и интересный, поэтому усаживайтесь поудобней. Поехали! Первый совет. Мелкоформатной плиткой нельзя выравнивать основание. Это означает, что нельзя укладывать плитку на слой клея, тем самым сразу же выравнивая кривое основание без стяжки. Если с плиткой крупного формата это может прокатить, то с маленькой плиткой это делать нецелесообразно. Вы потратите слишком много сил и времени. В случае укладки мелкоформатной плитки на пол и на стены обязательно нужно выровнять основание, то есть сделать стяжку или поштукатурить стены. В моем случае до самого конца не было понятно, какая будет плитка. Поэтому после покупки померили толщину плитки и напольного покрытия, которое будет лежать в коридоре, и по факту еще пришлось подливать пол в санузле. Для того, чтобы подогнать точно стык двух напольных покрытий, плитку в санузле и напольное покрытие в коридоре, нужно, чтобы у вас обязательно во время укладки плитки уже был образец вот этого покрытия, которое будет лежать в квартире. Изначально плитка планировалась более толстая, поэтому и стяжку делали в санузле ниже. Были прорезаны штробы таким образом, чтобы не повредить кабель теплого пола. Установлены маяки с учетом толщины плитки, напольного покрытия, которое будет стыковаться с плиткой в районе двери, и еще был учтен слой клея под плитку. Дальше просто был залит тонкослойный наливной пол. Таким образом, плитка будет просто укладываться под гребенку. Второй хитрый совет по укладке плитки елочкой. Когда вы укладываете плитку по такой схеме, получается по периметру очень много подрезки, соответственно, очень много измерений и подгонки плитки. Так вот, для того, чтобы упростить себе работу, нужно сделать следующее. Снимаете точные размеры пола в помещении, где будет производиться укладка. Затем переносите эти параметры на ровный пол, в комнату большую по размеру, чем санузел. То есть просто рисуете периметр укладки плитки на полу. Затем, согласно плана, плитка выкладывается на сухую без клея, с учетом соблюдения шва. В данном случае у нас это 1 мм. Предварительно, перед тем, как заложить плиткой линию, начерченную на полу, вне поля укладки делаются метки для лазерного уровня. После линия переносится на плитку при помощи лазерного уровня и обычного в качестве линейки. То же самое делается со всеми помещениями, где будет укладываться плитка на пол. Таким образом, вы размещаете плитку как будто на конвейере. Получается, что вам не нужно вымерять каждую плитку и лазить с рулеткой. Размеченную плитку можно сразу всю подрезать, но я рекомендую делать это в процессе укладки, так как если ваша раскладка сдвинется, допустим, на несколько миллиметров, вы легко сможете подкорректировать это во время подрезки. Почему еще важно делать предварительную сухую раскладку плитки без клея? Потому что плитка, имитирующая дерево, отличается по цвету. И, соответственно, во время сухой раскладки вы можете поиграться плиточками и разложить плитку, как вам больше нравится. В противном случае у вас может получиться в одном месте более темное пятно, в другом месте более светлое, и вместе могут лежать две одинаковые плитки по своей текстуре. Если у вас в ванной будет теплый пол, то, соответственно, нужно брать подходящий плиточный клей. Для укладки плитки я буду использовать клей Ceresit SM16. Плитка небольшая, и в принципе можно использовать более простой клей, например SM11, но так как у меня еще остались мешки клея SM16, которые я покупал раньше, я буду использовать именно его. Клей обладает хорошими характеристиками, пластичный, и у него отличная адгезия. Подходит для теплых полов. Замешиваем необходимое количество по инструкции.
Укладка плитки начинается с центральной части. Обратите внимание, что плитка укладывается в один уровень с напольным покрытием коридора. Так выглядит предварительная раскладка плитки на полу после укладки центральной части в ванной комнате. Сначала из плитки укладывается остров посередине, а потом уже на следующий день вы приходите и делаете всю мелкую подрезку и укладываете плитку по краям. Также рекомендую на следующий день в уложенной плитке достать крестики, почистить и сразу ее протереть. Фактически она уже будет готова для затирки. Если всю уборку и чистку швов оставить на потом, то есть большая вероятность, что вы где-то что-то пропустите. Подрезку плитки мы будем делать по линиям, которые разметили при сухой раскладке плитки на полу. Что касается темы, как и чем резать плитку. В данном случае мы будем резать плитку просто болгаркой с пылесосом. Плитка крепится к столу струбциной и прорезается болгаркой с диском по керамике. Второй рукой нужно держать шланг от пылесоса, чтобы не было пыли. Ручной плиткорез эту плитку резал плохо. С электрическим станком плитка становится мокрой и потом ее плохо обрабатывать черепашкой. Нужно ждать, чтобы высохла. Поэтому в данном случае самый простой способ — это болгарка. Рез получается аккуратный и относительно быстрый, без пыли. Любая работа в отделке и в строительстве требует наличия ручного инструмента. Сегодня я хочу вам порекомендовать современный, качественный инструмент и в то же время доступный по цене. Компания Олейник является одним из лидеров по производству профессионального ручного инструмента в Европе. Инструмент Олейник поставляется во многие страны мира. Компания производит шпатели для механизированного нанесения, кстати, со сменным лезвием. Валики для нанесения шпатлевки, удлинители для шпателей. Эта система является, пожалуй, самой лучшей на рынке. Различные кельмы для всех видов работ. Инструмент для укладки плитки, простые гребенки со скругленным зубом, гребенки по типу фроси, терки, правила, уровни, емкости для замеса, скиперы и многое другое. В арсенале производителя есть и необычный инструмент, например, более современный технологичный аналог нашего Сокола. Такая вот металлическая площадка для работы на высоте. Здесь есть круговая нарезка для того, чтобы раствор не расползался. Эта площадка легко разбирается. Инструмент изготавливается из высококачественной пружинной, закаленной и нержавеющей стали. Устойчив к стиранию и излому. Используемая сталь обеспечивает идеально гладкую поверхность и соприкосновение без видимых зазоров. Ручки инструмента выполнены из двух компонентов, которые образуют равномерную поверхность с эргономичной формой. Также для ручек используется органический материал – пробка и кожа.
На весь инструмент компании Олейник предоставляется гарантия на излом 5-10 лет. Интересный факт. Компания Олейник производит ручной инструмент для очень многих мировых известных брендов, а также производителей строительных материалов. Ссылка на сайт компании будет в описании. Теперь можно спокойно располагаться посередине и докладывать по кругу всю необходимую подрезку. Под ванну и за ванну в целях экономии плитка не укладывается. Почему на пол мы укладываем плитку без СВП, а просто применяем крестики? Если для укладки такой маленькой плитки мы будем использовать СВП, то, во-первых, очень много нужно ставить клиньев. И они тут даже физически не всегда могут поместиться, потому что они будут мешать друг другу. Во-вторых, так как плитка не ректифицирована, то есть она имеет определенный наклон, то ее при укладке на СВП неудобно немножко позиционировать. Потому что, когда вы используете крестик, вы можете его достать, чуть плитку сдвинуть, расширить, а вот СВП уже вам это сделать не даст. И поэтому получается, из-за того, что плитка не ректифицированная, она чуть-чуть кривая, СВП будет мешать, скажем так, раскладывать и сдвигать плитку, чтобы все было красиво. Плюс ко всему, как я уже сказал, слишком много нужно ставить клиньев и клипс. Это на такой плитке нецелесообразно. Лучше использовать обычные крестики. В туалете все выкладывается по точно такой же схеме. Принцип такой же. Посередине выкладывается первый ряд плитки. На следующий день делается подрезка и по кругу приклеивается плитка. Единственная сложность — это то, что маленькое помещение и негде развернуться. No sense. Never felt happiness together with you. Still together with you is where I wanna be. It's making no sense. Never involved me. Those dark sides hidden away from me. Those doors are closed, closed. Если у вас с краю получается маленький обрезок, то его лучше не клеить на плиточный клей, а использовать полиуретановый герметик. Вот такой вот маленький треугольничек
гораздо проще приклеить на полиуретановый клей, чем на плиточный. Получается точнее. Если у вас раскладка мелкой плитки елочкой, то, соответственно, нужно учитывать геометрию помещения, где будет укладываться плитка. Сейчас покажу на примере. Вот пример двух раскладок плитки для балкона. Тут елочка и тут елочка. Но если мы будем использовать вот эту раскладку, за счет того, что помещение не совсем правильной геометрической формы, здесь оно более узкое, здесь более широкое. Оно вот так вот расходится. Здесь при укладке плитки может появиться узкая подрезка или щель. А вот если использовать такую раскладку, то здесь вы визуально не увидите. Здесь плитка может даже на сантиметр, на 2 уходить в сторону, и вы визуально не увидите, что она меньше или больше. Поэтому использовали вот такую раскладку. Вообще, предварительно раскладку по плитке обязательно нужно сделать в салоне, где вы покупаете плитку. Это санузел, это балкон. Дальше переходим к укладке плитки на балконе. На балконе из-за того, что длинное и узкое помещение, все закладывается за один раз. Только в конце на следующий день будет делаться отдельно подрезка. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.